星球深处竟然是一座宫殿。你听候我主人吩咐。一尊，无论你怎么挣扎，都必死。可怕的强者在里面。 Ло Фэн возвращается на Землю, легко контролируя колонизацию космоса, в то время как король-перехватчик унижен и не смеет сопротивляться. Судя по трейлеру 200-й серии, перед тем, как отправиться в ледяную тюрьму звезды, Ло Фэн готовится отомстить за своего первого учителя, Ху Яньбо. Он мощно убивает короля руки демона, а Бабата также получает сердце эволюции. Давайте рассмотрим это подробнее. Ло Фэн мстит за Ху Яньбо. Ло Фэн смог стать тем, кем он является сейчас, учеником лорда города хаоса Идзо Шаньке, благодаря помощи Ху Яньбо на пути к могуществу. Раньше Бабата не раскрывала врагов Ху Яньбо, опасаясь, что импульсивность Ло Фэна может создать ему проблемы. Но теперь все иначе. Одного лишь имени Ло Фэна достаточно, чтобы насторожить многих бессмертных королей. Более того, Ло Фэн обладает боевой мощью короля, что делает его силу не ниже, чем у пиковых королей. В трейлере показано, как Ло Фэн узнает от Бабаты, что Ху Яньбо был убит королем руки демона. Это могущественная фигура. Он обычно живет как местный тиран на своей территории и известен своей жестокостью, безжалостно убивает других. Ло Фэн силой обрушивается на звезду руки демона, врывается во дворец короля руки демона, находит его и клянется отомстить за Ху Яньбо. Король Дьявольская рука был бессмертным королем, который убил Ху Яньбо за 50 тысяч лет до начала событий аниме. Он убил его из-за некоего сокровища, и битва распространилась на несколько миров. Король руки демона оказывается раздавленным на земле подавляющей силой Ло Фэна. Ло Фэну никто не был нужен. Он мог легко победить короля руки демона в одиночку, и король руки демона был так напуган, что упал на колени и взмолился о пощаде. В оригинале Ло Фэн пришел мстить, но не объяснил, почему хочет убить его, и не упомянул о своих прошлых обидах. Более того, Ло Фэн был замаскирован и прибыл в золотых доспехах. Однако в серии все иначе. Король демонов спрашивает, что он сделал не так, и Ло Фэн объясняет ему причину, заставляя его понять, что Ло Фэн и Бабата пришли мстить за Ху Яньбо. Хотя король демонов пытается сопротивляться, он не в силах противостоять Ло Фэну, который легко убивает его одним мощным ударом. Хотя Бабата и Ло Фэн стали партнерами, Бабата все еще питает глубокие чувства к своему бывшему хозяину, Ху Яньбо. Когда Ло Фэн убивает короля рук демонов и мстит за учителя, Бабата тронута до слез. И это еще не все. Ло Фэн, многому научившись на внеземном поле боя, тратит целое состояние на эволюционное сердце, также известное как механическое сердце, и дарит его Бабате. Раньше Бабата была всего лишь высокоразумной формой жизни, но теперь все иначе. Благодаря сердцу эволюции Бабата может совершенствоваться, как и механическая раса. Вскоре Бабата сможет завершить свою эволюцию и стать бессмертным воином уровня короля, после чего снова сможет сражаться бок о бок с Ло Фэном. Подумать только, Бабата станет настоящим борцом, как Ло Фэн. Хотя Ло Фэн и Бабата убили короля руки демона, он воскрес необычным образом. Оказалось, что король руки демона все это время знал, что Ло Фэн был учеником Ху Яньбо. Благодаря известности Ло Фэна, даже скрываясь на своей территории, король руки демона знал о нем. В частности, частые путешествия Ло Фэна в метеоритную звезду и обратно заставили короля руки демона осознать опасность. Давным-давно король демонической руки разделил свое божественное тело надвое. Хотя Ло Фэн действительно убил короля демонической руки, это был всего лишь один клон. У короля демонической руки был другой клон, который давно скрывался, что позволяло ему возрождаться таким образом. Однако Ло Фэн не думал, что после воскрешения Ху Яньбо сам обнаружит короля демонической руки и лично отомстит. Убив одного из клонов короля демонической руки и отомстив за Ху Яньбо, Ло Фэн начинает новое приключение. Он отправляет на разведку в звезду ледяной тюрьмы в тайном царстве Ухуа,
но, к сожалению, его слуга погибает. Ло Фэн прибывает в звезду ледяной тюрьмы в тайном царстве Ухуа, следуя координатам, предоставленным его учителем Цзо Шаньке. Это чрезвычайно опасное место. Даже находясь снаружи, Ло Фэн чувствовал страх и не осмеливался войти без оглядки. Это связано с тем, что звезду ледяной тюрьмы населяет особая форма жизни – клан Доу-Коу. Клан Доу-Коу крайне ксенофобен. Любого, кого обнаруживают чужаком, либо убивают, либо заключают в ледяную тюрьму. Чтобы разведать обстановку на звезде ледяной тюрьмы, он придумал план – отправить кого-нибудь в качестве своего авангарда. Ло Фэн выбрал бессмертного слугу уровня маркиза, а именно демона-улитку-обезьяну, и тайно проник в звезду ледяной тюрьмы с помощью большого детектора, который тот ему дал, чтобы разведать обстановку в клане Коу и найти третий блок черного металла. Демоническая улитка активировала свой детектор, чтобы Ло Фэн мог следить за ней. Поначалу она хорошо скрывалась, столкнувшись с несколькими слабыми представителями племени Коу. Потом обнаружила два величайших сокровища Вселенной – звездный камень ледяной тюрьмы и лазурную росу ледяной тюрьмы, каждая из которых стоила 2 триллиона единиц хаоса. Она также нашла слиток черного металла, однако когда демоническая улитка уже собиралась уходить, ее заметила Тараша, могущественная фигура из клана Коу, которая приняла ее за похитителя сокровищ и мгновенно убила. Ло Фэн сожалеет о трагической гибели помощника, однако демоническая улитка успешно находит черный металлический блок, побуждая Ло Фэна действовать. Он призывает клона клана убийц демонов, используя свою врожденную способность копировать других, чтобы замаскироваться под члена клана Коу, а именно под члена клана Коу по имени Бэйфа, с которым демоническая улитка ранее сталкивалась. Ло Фэн, замаскированный под Бэйфа, успешно проник в ледяную тюрьму звезды. Хотя он встретился с другими членами клана, они не узнали в нем самозванца и вместо этого отвели его во дворец. Прибыв во дворец, Ло Фэн отправился к месту, где находился черный металлический блок, и успешно забрал его. Первоначальная маскировка Ло Фэна была превосходной, делая его практически неотличимым от других. Однако народ Доу-Коу отличается простотой эмоций и охотно демонстрирует свои чувства, так что соплеменники легко их распознают. Осторожность Ло Фэна была чем-то, что народ Коу никогда не демонстрировал, поэтому, едва увидев его, Тараша сразу узнала его истинную сущность. Тараша тут же заявила, что Ло Фэн не из племени Коу, а враг. Она начала преследовать его, и Ло Фэн, не в силах сопротивляться, бежал, спасая свою жизнь. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о мести за Ху Яньбо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!